Друзья, всем привет! С вами Андрей, и в этом видео я хочу рассказать об основных причинах, по которым люди, которые учат русский язык, так и не могут начать свободно на нем говорить. Это самые главные ошибки, самые главные препятствия на вашем пути. И если вы знаете о них, если вы знаете, как их преодолеть, значит, полдела сделано. Ваши шансы начать говорить по-русски свободно и легко резко увеличиваются. Первая причина. Вы, возможно, слишком увлечены грамматикой, боитесь ее или обращаете на нее слишком много внимания. Come on, guys! В интернете полно видео, в которых их авторы делятся своим опытом неизучения русской грамматики. Дело в том, что русский язык настолько гибкий и живучий, что его просто невозможно испортить ошибкой. Это правда. Вы можете сделать 7 ошибок в предложении из 3 слов, и все равно русские вас поймут. Вы можете переставлять слова в предложении, как вам хочется. Вы можете использовать только одно время для всех глаголов. Вы можете забыть о склонениях и спряжениях. И даже в этом случае ваша речь будет понятна русскому слушателю. Вы даже можете придумывать собственные русские слова. И русские будут от вас в восторге. Со временем русская грамматика сама придет в вашу речь. Вы начнете говорить более грамотно, и вы захотите говорить более грамотно. Вы почувствуете, что просто поменяв порядок пары слов в предложении, вы придадите ему новое звучание и новый смысл. Вы научитесь импровизировать, шутить, понимать намеки и читать между строк. И тогда вы согласитесь с нами, что нет на свете языка более глубокого, более чувственного и более интуитивного. Ок, мы разобрали, что нам мешает заговорить по-русски. А что же нам помогает заговорить? Очень просто. Чтобы говорить, нужно говорить. Чтобы хорошо говорить, нужно говорить много. Мы могли бы сказать вам: найдите русского иммигранта в вашем городе, или найдите русскую подругу или друга, или запишитесь на курсы онлайн. Еще меня восхищает совет разговаривать по-русски вслух в ванной. Это все трудно реализовать. Но что же можно сделать без огромных усилий? Наш ответ – читать. Когда вы читаете вслух по-русски, это как если вы говорите вслух. Вы можете читать русский текст вслух 15 минут в день или даже час. Но даже 15 минут обогатит ваш словарный запас и приучат ваши голосовые связки к непривычным звукам. Конечно, для начала нужно читать что-то интересное, короткое и понятное. Поэтому
Начните с наших коротких историй на русском языке. Вы всегда можете подключить субтитры и увидеть перевод на английский, немецкий или испанский языки. Слушая наши рассказы, вы одновременно тренируете понимание на слух. Вы можете видеть артикуляцию, то, как двигаются мои губы. Вы наблюдаете русскую мимику и жесты. Другими словами, это то, о чем говорят все полиглоты и учителя. Это погружение. Погружение в язык без переезда в другую страну и без необходимости терпеть русскую капризную жену. Самое приятное – это погружение бесплатное. Делайте это, и мы гарантируем, что ваш прогресс будет быстрым, безболезненным и увлекательным.